Да-да. Здравствуйте. Роман Алексеевич? Да, это я. Я Ирина Громова. Очень приятно. По поводу искусственной инсеминации. Присаживайтесь. А почему именно инсеминация? Вы уже обследовались? Шеечный фактор или у мужа какие-то проблемы? Обследовать меня нечего, я абсолютно здорова. А муж был да сплыл. Собственно, поэтому я к вам и обратилась. Нужна донорская сперма. Я директор довольно крупной фирмы. Времени на романы у меня нет, как вы понимаете. Вокруг меня либо подчиненные, либо деловые партнеры. А у случайных знакомых я не знаю, какие проблемы со здоровьем и с генетикой. Рисковать я не хочу. Понимаю. Доноров спермы мы подбираем тщательно. Насколько тщательно? Ну, есть целый список требований. Психическое здоровье, физическое, отсутствие генетических аномалий, естественно, никаких инфекций и наличие хотя бы одного здорового ребенка. Ну, естественно, хорошая спермограмма. А внешние данные? Знаете, мне бы не хотелось от какого-нибудь… Ну, вы понимаете. Да, конечно, я понимаю. Рост, цвет глаз, волос, ну и все остальное можно подобрать. Я понимаю, это важно. Когда мы можем приступить к процедуре? Сначала мы вас обследуем. Если нет проблем с репродуктивной функцией, тогда можно подготовить слизистую, подготовим яйцеклетку. Ну и выберем время для оптимальной инсеминации. Валентин Иванович, ну, в общем-то, гормональный фон мы успешно нормализовали. И можно сейчас начинать стимулировать овуляцию. Это что, опять таблетки придется пить? Ну, а если я снова начну поправляться? Пап, ну я уже и так не могу на себя в зеркало смотреть. Вы прекрасно выглядите. Вы должны понимать, что без лекарств мы детородную функцию установить не можем. Да. Но это лекарство нового поколения, никаких побочных эффектов. Это даже не таблетки, это инъекции. Но зато результат гарантирован. Ну и все, Наташенька. Нужно, значит нужно. Наташенька, все будет хорошо. Жалобы какие-нибудь есть? Нет. Как проходят месячные? Да вроде бы нормально. Безболезненные, регулярные. Бывают боли внизу живота, например, после полового акта? Не помню, честно говоря. У меня уже больше года никого не было. Ну что, там все нормально? Ну, если честно, не очень. Есть признаки недостаточности в первой фазе цикла. А это еще что такое? Но это когда слизистая оболочка матки нарастает не полностью. Это может препятствовать нормальной имплантации плодного яйца. Странно. У меня никогда не было проблем по женской части. Ну, а как давно вы проверялись? Да незачем было. Но это часто встречается у женщин, которые ведут стрессовый образ жизни. Ну, а насколько серьезна эта недостаточность? Не смертельно, но нужно подлечиться. Я надеюсь, в больницу не обязательно ложиться. Мне фирму не на кого оставить. Но это вам лучше обсудить с Романом Алексеевичем. Но вообще лечится амбулаторно. Настя, ну ваша бессонница, в общем, это никакое не осложнение беременности, а просто особенности ее протекания. Так что не волнуйся. Может, нам еще через недельку дойти показаться? Да, конечно, приходите. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Привет. Здорово. Где-то я видел эту барышню. Только где? Склероз, батенька. Это Настя Авдеева. Где? А, Авдеева. Это же наша работа, двойняшки. Да. И никакой не склероз. Я же ее когда видел? Месяцев 6 назад. Лева, 4 месяца назад. Ну, 4. Вообще странная какая-то мода пошла. Приходить в роддом с отцами. Вон и Бондарев недавно лично приводил дочку лечить. Ну, это не отец, это муж ее. Олег – это муж.
Да? А выглядит как отец. Ну, знаешь, любовь, она не спросит, придет и скосит. Знаешь, в паспорт не заглядывает. Слушай, а что там с дочкой Бондарева? Ну, какая-то серьезная патология. Думанский взялся лечить. Думанский? Здрасте, Валентин Иванович. Да, здравствуйте. Что, уезжаете уже? Да вот, еду в столицу на конференцию по климактерическим расстройствам. Ну что, а как у вас? Как проходит лечение, Наташа? Ну, в общем-то, все хорошо. Да. Странно. Она мне звонила и жаловалась. Говорила, что у нее появились головные боли. Да? Да. Ох уж мне эти дети. Нет, что первому лечащему врачу сообщить, она родителям звонит. Валентин Иванович, я не связываю это с инъекцией. Мне кажется, это просто совпадение. Ну, дай это Бог, дай это Бог. Альберт Александрович, вы все-таки проверьте, пожалуйста. Не беспокойтесь, я все проверю и во всем разберусь. Да. Спасибо. Всего доброго. Все. Счастливо, Валентин Иванович. Всего доброго. Ира, а ты что здесь делаешь? А вы? Мы, Мы беременны двойней. Вот как. Поздравляю. спасибо. Ну, как ты, Ириш? Я лучше всех. Недавно вышла замуж и тоже жду ребенка. Правда? Вот здорово. Я очень рад за тебя. Спасибо. Олег, нас там мама заждалась. Да-да, конечно. Извини, нам пора. До свидания. Будь здоров. Ну что ж, анализы практически нормальные. У Надежды Алексеевны были? Как там эндометрий? На завтра записалась. Скажите, Роман Алексеевич, а Авдеевы, Олег и Анастасия тоже у вас лечатся? Да, а что? Хотелось узнать, как им удалось забеременеть. Странный вопрос. Роман Алексеевич, бросьте. Я знаю, что Олег бесплоден. Тоже искусственное оплодотворение? Я не обсуждаю истории пациентов с посторонними. А я не посторонняя. Он мой муж. Бывший. 15 лет душа в душу прожили. Вместе бизнес поднимали, дом строили. Я так его любила, что даже смирилась с бездетностью. Лишний раз боялась эту тему поднимать, чтобы не травмировать его. А он год назад объявил, что уходит к другой. Банальная история, правда? Я вас прекрасно понимаю, но врачебная тайна. Да какая разница? Я ему не родила ребенка, а она родит. Сразу двоих. Знаете, Роман Алексеевич, это все кризис среднего возраста. Очень хочется отодвинуть надвигающуюся старость. Вот мужчины ищут себе девочек помоложе, которые им в дочери годятся. Не можете его простить. Да мне нечего прощать. Он благородно поступил. Оставил мне и бизнес, и дом. Вот только дом теперь пуст. Как склеп. Да-да. Добрый день. Можно? Здрасте, Наташка, проходите, садитесь. Ну что, как наши дела? Да все плохо. Поправилась на 4 килограмма. Тошнит постоянно. Виски давит. Вот анализы. Так, может, вы уже это? Солененько не тянете еще?
Простите, Наташа, неудачная шутка. Так, а скажите, а давно это у вас уже головные боли, подташнивание? Да больше недели уже. Вот я думаю, может, препарат не тот, или мы что-то не то делаем. Наташа, я думаю, что нам нужно будет сделать еще повторные анализы. Будем решать, что делать. Хорошо? И железа, не первый раз. Спасибо. Ну, сегодня, надеюсь, тоже придете. Надя, привет. Нина, здравствуй. Привет, Ром. А ты когда приехала? Вот сегодня утром приехала. Метод кардиодиагностики набирает популярность у нас. Доведен на расход. Собирался сам, но вот в последний момент предпочел Париж. Ну, его можно понять. Ладно, я пойду. Подожди, а вы знакомы? Конечно. Надежда Алексеевна, участница нашего семинара. Давидян сказал, что ты сам ее рекомендовал. Извини, мне сейчас бумаги нужно для Облздрава подготовить. Я побегу, а давай вечером созвонимся. Давай. Да просто… Да вообще какая-то странная история. И анализы эти странные, потому что ну, не должен этот препарат давать такой побочный эффект. Не должен. Нет. Это… Нет, не моя пациентка. Просто один коллега просил проконсультироваться. Ну и на том спасибо. Хорошо. Угу. Роман Алексеевич, вы что себе позволяете? Простите, у вас выпало. МРТ гипофиза делали? Не ваше дело. Зачем МРТ? Такую клиническую картину может давать гормонально активная микроаденома гипофиза. Опухоль? Доброкачественная. Она продуцирует пролактин, подавляющий овуляцию. А проще всего ее выявить на томографе. Я уже проверял эту гипотезу. Никакой микроаденомы нет. Ну, на нет и суда нет. Добрый день. Наташенька, это Альберт Александрович вас беспокоит. Наташа, а когда вам будет удобно ко мне подъехать? Привет. Что-то мы стали часто встречаться. Привет. Ты тоже на УЗИ? Ну вот Настю тоже на сегодня вызвали. Да, я так и поняла. Ну как вообще дела у тебя, Ириш? У меня отлично. Вот на днях в Штаты лечу. Контракт на поставку генераторов заключать. Молодец, молодец. Ну я тоже потихоньку раскручиваюсь. Тяжело, правда? Ну, приходится целыми днями на работе торчать. Женушка не возражает? Ира. Ну, прости. Кстати, хотела спросить, вы делали эко? Впрочем, если ты не хочешь, можешь не говорить. Пришлось. Ты же знаешь о моих проблемах, в курсе. Олег, скажи, если бы тогда, 15 лет назад, если бы мы могли прибегнуть к искусственному оплодотворению, ты бы… Олежек, представляешь, они мне ручками махали. Ой, я вам помешала. Да нет, что ты, нет. Все нормально. Пойдем. Пойдем. Ну что ж, анализы у вас отличные. Через 3 дня должна наступить овуляция, можно проводить инсеминацию. Ой, через 3 дня? Для повышения шанса на успех
Процедуру проведем дважды. За день до овуляции и через день после нее. Так что жду вас завтра и в пятницу. Роман Алексеевич, я не могу. У меня послезавтра самолет в Штаты. Отлично. Уезжаете надолго? На 2 недели. Очень плохо, да? Но я никак не могу отложить эту поездку. От нее очень многое зависит. Ну что ж, ну надо так надо. Будем ждать следующей овуляции. Ну, поезжайте, возвращайтесь. Магнит не привезите. Альберт Александрович, я была сегодня на томографе, вот результаты. Что-то серьезное? Я пыталась разобраться в этой абракадабре, но ничего не поняла. У меня там микроаденома 2 на 2 миллиметра. Может, позвонить папе? Да нет, Наташа, я ничего серьезного не вижу. Зачем будем отца по пустякам беспокоить? Просто нужно будет скорректировать немного наше лечение. Да-да. Доктор, можно к вам? О, Господи, Настя, что случилось? Пожалуйста, помогите, прямо с утра ее так скрутило. Что произошло? Вы кто? Вы мама? Да, я мама. Так, Настя, давайте в кресло. Присаживайтесь. Ой, спасибо большое. Раздевайтесь. Что беспокоит? Тянет внизу живота и болит. Так, давно болит? Я не знаю. Понятно. Ладно, сейчас посмотрим. Все понятно. Одевайтесь. Сейчас. Шейка матки укорочена. Серьезная угроза прерывания беременности. Придется госпитализировать и прямо сейчас. Подождите, а где Олег вообще? Олег погиб. Как погиб? Попал в аварию. О, Господи, понятно. А сегодня похороны. А ей так плохо стало, что к вам привезли. Доброе утро. Широков. Нужно срочно в гинекологию девушку госпитализировать. Выясните, пожалуйста, какая палата свободна. Спасибо. Подготовьте, да, я сейчас направлю. Роман Алексеевич, я не могу лечь. Я не лягу, я не могу. Я должна там быть с ним, с Олегом. Пожалуйста, вы мне уколите что-нибудь. Об этом не может быть и речи. Вы поймите, вы можете детей потерять. Пожалуйста, я его должна похоронить. Роман Алексеевич, пожалуйста. Я не могу, мам. Настя. Я должна его похоронить, пожалуйста. Настя, я очень сочувствую вашему горю. Но ему вы уже ничем не поможете. Это ж как себя там бедное дитё чувствует, а? Из-за твоей дурацкой йоги вниз головой-то. Во-первых, Клавдия Петровна, это не дурь. Асаны очень полезны для здоровья, их в Индии не зря практикуют с древних времен. Во-вторых, если вы не в курсе, то ребенок и так в матке вниз головой располагается. Ну а в-третьих, что может действительно повредить дитю, так это такое употребление пищи в таких количествах, что рота солдат может лопнуть. Какая рота? Вот такая. Несчастный пирожок. Пирожок. Доброе утро. Доброе. Так, хорошо, одна кровать свободна. Мы сейчас к вам еще одну роженицу положим. О, я не против. А то нам здесь, кроме как о йоге, поговорить даже не о чем. Надеюсь, это хоть будет нормально. Я вас только очень прошу, вы к ней особо не приставайте, хорошо? И Чё, она что, принцесса, что ли? у нее позавчера просто муж погиб. Сейчас придем. Кошмар. Тук-стук. Привет, Надюшка, как дела? Да нормально. Ой, а я себе вчера такую шопинг-терапию устроила. Ну, нервы же надо как-то лечить. Купила красное платье, вот с таким вот декольте. Хочешь, покажу? Давай. Что с настроением? Давай, рассказывай, что случилось. Ты знаешь меня, я с тебя не слезу. Колись. Думанский утром приходил. Испортил настроение. Он обвинил меня в профессиональной некомпетентности. Кто он? Тоже мне специалист по УЗИ выискался. Помнишь, я тебе рассказывала, что я
обследовала дочку Бондарева. Да. Наташу. У нее выраженный поликистоз обоих яичников. Но я ему об этом так и сказала. Сразу. Подожди, а он здесь при чем? Но он же ее лечащий врач. Да он в яичниках понимает, как я в карбюраторах. Но тем не менее, Бондарев к Широкову обращаться не захотел. Ну, это понятно. Так что там за диагноз-то у Наташи? Микроаденома гипофиза – это крошечная опухоль в мозге. Она продуцирует высокие дозы гормона, что блокирует работу яичников. При этом симптомы могут быть такими же, как и при обычном поликистозе. Но я-то об этом откуда могла знать? Ну да. Нет, ну теперь понятно, что ты здесь ни при чем. Так, кто ее лечащий врач? Думанский? Да. Все, вперед из песни, пусть теперь расхлебывает. Тоже нашел мне стрелочницу. Наденька, не бери дурного в голову, тяжелого в руки. Все, забыла. Пойдем, я тебе лучше платье покажу. Настя, ты б съела бутербродик, а? Ты вроде ничего не ешь. Я не могу. Ну, а ты хочешь яблочко дам? Или булочку? О, давай курочку. Хочешь? Мне муж принес еще тепленькое, с солененьким огурчиком. Давай? Да прекратите вы это в конце концов. Просили же не приставать к человеку. А я ничего не пристаю. Я просто не могу смотреть, как человек мучается. Мне даже кусок горла не лезет. Да сколько вам повторять, что едой, говорю, не поможешь. Настя, давайте я покажу вам пару дыхательных упражнений. Это поможет расслабить нервную систему. Да что ты пристала к ней со своей йогой? Носишься, как с торбой писана. Она и надо. Какой сегодня день? Четверг. Четверг. А завтра пятница. Угу. Мы с Олегом должны были в пятницу мебель для детской покупать. Что я? Привет, Рома. Привет. Я вот попрощаться зашла, домой еду. Слушай, у меня сейчас операция. Давай через часик. Подожди меня, я тебя провожу. Ну, у меня через час поезд, поэтому такси уже под больницей стоит. Почему раньше не позвонила? Ну, у меня семинар был. Жалко. Да. Как-то все у нас так нескладно получилось. Вот именно, что все нескладно. Ну, ты, пожалуйста, не держи на меня зла. Рома, мы об этом поговорили, да? Вот постарайся просто все забыть, хорошо? Ну, все не получится. Рома, пока. Пока. Ты знаешь, мне тебя иногда очень сильно не хватает. Все-таки. Настенька, пойдемте вместе воздухом подышим. Может, хоть немного развеетесь. Каким воздухом? Одни сплошные выхлопные газы. Добрый день, Галина Добрый день. Васильевна. Кому добрый, а кому и нет. Клавдия Петровна, пойдемте прогуляемся. Не хочу я. Пойдемте, пойдемте, пусть люди спокойно поговорят. Вставайте. Редко говорят, чем дышать там. У меня плохие новости. Не надо, мама, так тошно. Настя, у нас беда. Что? Олег твой после себя такие долги оставил. Страшно сказать. Ко мне вчера мужик приходил, злой как собака. Сказал, что деньги срочно нужны. Квартиру продадим, расплатимся. Если бы. Квартиру. Что? Кредитная она. Там такие проценты, что разориться можно. А если банку не заплатишь, они ее заберут. Они уже звонили, сказали, что мы просрочили уже срок платежа. Лучше бы он жизнь свою застраховал. Ни о тебе не подумал, ни о детях своих. Мама. Ну как мы жить будем, Настя? Еще дети. 2. Настя. Ну, может, лучше аборт? Да что ты такое говоришь?
Настя Авдеева? Да, я. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Ковтун. Мы с вами встречались на банкете по поводу открытия фирмы Олега. Я вас не помню. Да это не важно. Дело в том, что ваш муж, покойный, задолжал мне крупную сумму денег. Вот, кстати, расписка. Я понимаю, у вас сложная ситуация, но я сам попал в переплет, мне деньги нужны позарез. Когда вы сможете расплатиться с долгами? Ну, у меня денег нет и взять негде. Нехорошо, Настя. Так дела не делаются. Ладно. Я готов взять вашу квартиру в счет оплаты долга. Ну, она кредитная, и ее теперь банк в любой момент может забрать. Так. Молодцы. Молодцы. Хорошо подстраховались. Со всех сторон. Только одного не учли. У вас ведь скоро ребенок появится. Так вот, ради его безопасности я настоятельно рекомендую как можно скорее со мной рассчитаться. Да не будет никаких детей, ясно вам, сволочь вы эдакая? А меня можете убивать, что вы мне сделаете? Мне все равно жить не хочется. Настюна, что происходит? Ты тут кого убивать собрался, а? Никто. Я об тебя руки марать не собираюсь. Но запомни, есть люди, которые решают эти вопросы очень быстро. Вот им свои истерики и будешь закатывать. Сволочь! Ну, прекрати! Не плачь, не плачь. Да. Здравствуйте, Роман Алексеевич. Здравствуйте. С возвращением. Спасибо. Обещанный магнит. Спасибочки. Ну что, а как самочувствие? Отлично. Готова приступать к нашим процедурам хоть сейчас. Ох, прям так с корабля на бал. Нет, правда, у нас скоро овуляция, и вот ее нельзя пропустить. Я знаю, что возраст уже критический, и время работает против меня. Так что с сегодняшнего дня я полностью в вашем распоряжении. Готова отложить самые важные дела и посвятить себя зачатию ребенка. Ваш настрой мне нравится. Знаете, Роман Алексеевич, мне в Штатах первую ночь снился будущий сын. Прям на душе потеплело. Я решила, что у моего сына должна быть нормальная мама, а не пропадающая сутками на работе неизвестно что. Найду себе хорошего зама, пусть рулит фирмой. Ну а что? Это правильно? Нормально? Скажите, Роман Алексеевич, а как там дела у Олега и Насти? Все хорошо? А вы же ничего не знаете. Олег погиб. Как? Автокатастрофа. Мне очень жаль. Это неправда. Этого не может быть. Ты не дури, Настюха. Потом, видите, и совсем может не быть, слышишь? К тому же любой аборт порождает большие кармические проблемы. Это кто это у нас тут на аборт собрался? Настя. Это что, правда? Да, правда. Только вы меня не отговаривайте. Настя, я все понимаю. Но финансовые проблемы – это штука временная. И потом нельзя деньгами измерять жизнь детей. Шантажирует ее Роман Алексеевич из-за долгов мужа. Шантажируют? Так нужно писать заявление в милицию. Чего сидеть на месте? Нужно отстаивать себя и детей. Да нет сил бороться. И что потом всю жизнь переживать, что из-за долгов с детьми что-то произойдет? Роман Алексеевич, делайте аборт скорее. Настя, ты понимаешь, что это убийство? Настоящее убийство. Я в этом не собираюсь принимать участие. Ну, почему я? Ну, ты же знаешь, Широкого заставлять бесполезно. Я знаю. Пускай Думанский сделает. Он отказался. Вот как? Ну, я тоже отказываюсь. Это приказ, Елизавета Юрьевна. Мы не можем отказать пациентке в прерывании беременности. Авдеева написала официальное заявление. Все, дискуссия окончена.
Ир, в принципе, процедура несложная. С помощью специального катетера я веду в полость матки обработанную сперму. То есть, где содержатся только активные сперматозоиды. Это не больно, займет всего несколько минут. Правда, потом полчасика придется полежать. Так что не бойтесь и не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь. Роман Алексеевич, скажите, это, конечно, не мое дело, но, может быть, Насте все-таки нужна какая-нибудь помощь? Я бы могла и денег передать анонимно. Для детей. Да не будет никаких детей, потому что через час ей сделают аборт. Как аборт? Олег наделал долгов. Банк грозится квартиру отобрать. В общем, кредиторы со всех сторон. Так что она сдалась. В какой она палате? 3-я палата, гинекология, 2-й этаж. Роман Алексеевич, извините, но процедуру снова придется отложить. Извините. Миша, поднимись на 2-й этаж к 3-й палате. Потом все объясню. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Что пришли? Поиздеваться? На чужом несчастье своего счастья не построишь и все такое. Так радуйтесь. Меня так жизнь наказала, что врагу не пожелаешь. Настя, это что, бывшая твоего мужа? Настя, я не пришла обсуждать прошлое. Я хочу поговорить о детях Олега. Авдеева в операционную. Закройте дверь. Что? Дверь закройте! Миша, никого не впускай. Так значит, вы мне хотите рассказать, какое преступление я совершаю, правильно? С чего вы взяли? А мне все об этом говорят. А кто-нибудь обо мне подумал? Каково это — остаться без мужа, с кучей долгов, в положении? Вам хорошо, у вас таких проблем нет. Мне хорошо. Да я бы, не задумываясь, поменялась с вами местами, Настя. Со мной? Я бы все отдала, и дом, и бизнес, и всю свою налаженную жизнь за счастье носить его детей. Это что значит не пущу? Там моя дочь. Ничего с ней не случится. Пропустите меня, я из этой палаты. Обождите немного. Что значит обождите? Так, это государственное учреждение, не частная лавочка. Мне надо взять личные вещи. Пропустите Пока нельзя. меня. Когда будет можно, возьмете. В чем дело? Да дайте же пройти-то в конце Инга, ты туда лучше не суйся, там такая фурия, не дай бог. Да за кого вы меня принимаете? Я его тоже любила, слышите вы? Я же не из-за денег за него замуж выходила. Да какие деньги? Он все вам оставил. А вы меня купить пытаетесь. Я пытаюсь спасти жизнь его детям. И готова на все. Кто надо? Пришла, повыгоняла сама. Доктор послал спросить, что будем делать аборт или нет. Да, конечно, конечно. Ну давайте скорее, у Елизаветы Юрьевны следующая операция. Он же ее не выпускает. Я сейчас полицию позову. Ирка, а ты что там делала? Пойдем, Миша. Пошли в палату. Настя, она с тобой ничего не сделала, а? Авдеева, скорее в операционную. Доктор заждалась уже. Я никуда не пойду. Настя, ты что? Я отказываюсь от аборта. Настя, ты с ума сошла? Авдеева, это тебе не аттракцион «буду, не буду». Аборт назначен по вашему официальному заявлению. Я сказала,
Я отказываюсь от аборта. Ну, Авдеева. Девочки, подождите, пожалуйста, за дверью, а? Боже, что сегодня творится, а? Садись. Сегодня же будут требовать перевода. Сядь. Ты что делаешь, Настенька, а? Это Ирка тебя надоумила, да? Черт бы ее подрал. Мам. Она сказала, что со всеми долгами Олега рассчитается. И кредит по квартире закроют, если я детей оставлю. И ты согласилась? Да. Настя, какая же ты у меня глупая. Когда ж ты у меня поумнеешь? Ну, раз выпал такой шанс, так надо было просить больше. Ну, будет у тебя квартира, и что? Надо было просить ежемесячное, хорошее, денежное пособие. Ирка не обеднеет. Она все Олеговы денежки себе загробастала. Да что ты такое говоришь? Она мне пообещала поддерживать меня, помогать мне. Зачем же руки человеку выкручивать? Ого. Ты чё, Ром? Ты из Авдеевой? Все нормально. Не было никакого аборта, она отказалась в последний момент. Я знаю. Ну и чего тогда? На тебя это не похоже. Устал я, Лиза. Как говорится, смертельно устал. Устал. А кто не устал? Мне вообще море ночами снится. Море. Да не от работы я устал. Как-то не пафосно звучит, устал я от одиночества. Лиз, как-то бессмысленно все. Люди приходят в мою жизнь и уходят. Кого я люблю, тому и нафиг не нужен. Может, я сам виноват. Ну, может, во мне что-то умерло. Или вообще это наказание свыше за то, что Нину потерял, ребенка своего. Не знаю, попробуй, может, в церковь сходи. Надежда Алексеевна, мне надо с вами поговорить. Вам? Со мной? Можно я присяду? Можно. И о чем же? Да, о любви, как ни странно. Мне совершенно не с кем посоветоваться. А Широковым, он же ваш однокурсник. Дело в том, что я не могу посоветоваться с Широковым, потому что как раз о нем я собиралась с вами говорить. Ну, в таком случае, тем более, я не обсуждаю коллег за закрытыми дверями, а тем более, когда речь идет о личном. Так лучше? Я ведь не прошу вас обсуждать, я прошу вас просто выслушать. Неужели это так трудно? Хорошо, говорите. Между мной и Романом давно ничего нету. То, что между нами было ошибкой. А мне зачем вы об этом говорите? Тому, Надя, что ему нужны вы. Отвезем Настю в загородный санаторий. Сосновый бор, озера, тишина, благодать. Вы же не возражаете, правда? Да, конечно, нет. Смена пойдет только на пользу. Я надеюсь, что шантажист туда не берется. С ним я все вопросы уладила. Ну, кто мог такое предвидеть? Как этот велогонщик вообще оказался на пешеходном переходе?
Как его вообще угораздило в Настю врезаться? Так, где болит? Вот тут внизу живота острая боль. Здесь сбоку, в левом боку тупая. Роман Алексеевич, мне все равно, что со мной будет, только деток спасите. Так, Настя, давайте без паники. Все будет в порядке. И вас спасем, и детей спасем. Надежда Алексеевна, что там, все в порядке? Матка не повреждена, но в животе много жидкости. Сильное внутреннее кровотечение. Так, давайте-ка быстро в операционную. Давайте аккуратненько встаем. Тихонечко, тихонечко. Альберт Александрович. О, Валентин Иванович, здрасте, вернулись уже? Да, да. Я хотел спросить, а что с Наташей? Она мне звонила и сказала, что делали МРТ. Зачем? Да ты перестраховался. Отправил ее на томограф. Кстати, по поводу австрийской клиники. Я с ними созвонился. Они ждут Наташу в любое время. Я, конечно, понимаю, немалые деньги, но, Валентин Иванович, там такая аппаратура. Нам это даже не снилось. Альберт Александрович, дорогой мой, деньги не проблема. Лишь бы с Наташей все было хорошо. Ну что, что? Разрыв селезенки. Но все самое страшное позади, так что не волнуйтесь. Хорошо, что вовремя привезли. Настя и дети будут жить. Слава Богу. Слава Богу. Не плачьте. Знаете, Роман Алексеевич, я вообще-то атеистка, но пока вы делали операцию, Настя, я первый раз в жизни молилась. Ира, я, насколько помню, у вас через 3 дня овуляция. Давайте, что мы не пропустим в этот раз. Роман Алексеевич, я долго думала, и не нужна мне эта инсеминация. Подождите, как не нужно? Зачем себя обманывать? Я всю жизнь любила Олега и продолжаю его любить. Мне не нужен ребенок от чужого мужчины. Ну, вы же так хотели иметь детей. Да. Да, я хотела родить ребенка для себя, чтобы как-то заполнить эту бесконечную пустоту, которая появилась у меня в жизни после развода. Но это было ошибочное решение. Теперь у меня появился новый смысл в жизни. Ведь Настины дети – это и мои дети тоже. Вам не кажется, что вы что-то придумаете? Жарить потом не будете?